И снова я в лесу, и снова собираю материал для плетения. Хочу показать вам, что можно взять для плетения зеленых травяных корзин. Прежде всего, вот в таких вот тенистых полуовражках, где растет высокая крапива, у берега реки, растет вот такое вот растение, которое является родственником камыша и называется ситник. У него вот такие вот злаковые метелочки, вы их ни с чем не перепутаете. Он полностью круглый, очень длинный, мягкий, не рвется, его вот даже сорвать руками будет сложновато, его нужно срезать ножничками. Преимущество ситника в том, что у него очень длинные, гладкие, красивые, ровные стебли. Но если вы не нашли вот такую вот травку, вдруг у вас она не растет или вы не можете ее опознать, то сгодится вполне и растение вот с такими нехитрыми метелочками. А листья у него довольно сухие, плоские, что-то такое похожее на осоку, но, конечно же, не осока. Растет она вот такими вот кочками из старой и молодой травы. В принципе, тоже довольно длинная, но здесь нужно листочек сортировать. Сортировать и только после этого из него плести. Удобнее всего делать пучок, завязывать его у основания и срезать ножницами для того, чтобы не делать этого руками. Вот, берем пучок и убираем из него все колоски, оставляя только зелень. Такой пучок у меня получился. Все примерно одинаковой длины листочки. Я вот беру его и вот так потряхиваю, чтобы маленькие и поврежденные листочки выпали из пучка. Теперь я пучок этот завязываю и приступаю к заготовке новых пучков. И вот из таких травяных пучков, которые я принесу в мастерскую, буду плести свежие зеленые корзинки. Трава достаточно сухая для того, чтобы из нее плести сразу, но можно, если есть желание, высушить ее в тенечке, цвет она все равно не потеряет. Берем любую ниточку, у меня это мулине, остатки мулине, и иголку с толстым ушком, для того, чтобы легче было продевать нитку. Теперь конец нитки берем и берем пучок травы. Сейчас посмотрим, сколько здесь штучек у меня. 3, 6, 9 штучек. Давайте для ровного счета десяточек сделаем. Конец привязываем. Туго связываем пучок. И туго обматываем концы травки нашей ниткой. Получаем вот такую вот штучку. Я специально взяла нитку светлого цвета, чтобы вам было виднее. И сворачиваем в тугое колечко вот это вот основание. Таким вот образом. И теперь прошиваем, закрепляем место соединения, чтобы наше колечко не развалилось. Прям несколько раз прошить. И теперь берем свободный пучок и скручиваем его на себя. Вот таким вот образом. На себя скрутили и уложили вдоль начала, вдоль колечка. И прошиваем в центр, закрепляя наши травинки. Снова скручиваем, снова прошиваем. Когда ниточка заканчивается, берем новую, делаем узелок тугой и отрезаем концы прямо у основания. Продеваем иголочку и начинаем работать дальше. Таким вот нехитрым способом продолжаем скручивать пучок и пришивать его к центру. Вот когда мы начнем второй зеленый ряд, здесь станет уже более такой интересный момент. Пока первый ряд просто прошиваем.
Чем туже в данном случае, тем лучше. Поэтому не ленимся. И над первыми рядами работаем хорошо и внимательно. Так, первый ряд мы сделали. Снова скрутили жгутик. И смотрите теперь как. Перед стежком предыдущего ряда протыкаем пучок где-то примерно посередине. Я надеюсь, вам хорошо видно. И затягиваем, аккуратно формируя стежок. Снова спереди перед стежком. Скручиваем перед стежком в центр предыдущего ряда. И аккуратно укладываем стежки. Жгутик как следует затягиваем. Здесь, видите, большое расстояние. Опять посередине протыкаем. Таким образом у нас стежки, получается, идут по спирали. Вот здесь это хорошо видно, как стежки идут по спирали. Вот так. Это уже полностью, кстати, сухая корзиночка, которую я делала несколько дней назад. Видите, она почти не потеряла цвет. Да нет, она вообще не потеряла цвет. Но она уже полностью сухая. Вот она такая мягкая. Ее можно прям складывать. Здесь у меня лежат ниточки как раз для шитья. Вот, таким образом по спирали будут идти дальше, дальше и дальше. Вот сколько у меня получилось из одного пучка. У меня уже заканчиваются травинки, точнее уже пучок стал тоньше. Поэтому я беру 10 новых травинок. Подкладываю их под пучок предыдущий. И вот таким вот образом его фиксирую. Оборачиваю травинки вокруг него. И плотно его пришиваю. Следующий стежок. Закручиваю. Так получаются переходы от одного пучка к другому. Вот такой вот нехитрый способ плетения сегодня мы с вами разобрали. Получается вот такие вот симпатичные вещи. Переходы, конечно, видно от пучка к пучку, но несущественно. Стежки располагаются по спирали. Стеночки тоже поднимать несложно. И вот такую вот крышечку тоже можно сделать. В такой технике можно делать коврики, большие корзины и всякие классные интерьерные штучки. Ничего сложного, очень простые материалы, а получается здорово.